Это видео о том, что лучше выбрать, первичку или вторичку, какие бывают плюсы, минусы, как одного, так и второго, как выбирал я и что в итоге выбрал. Всем привет, я Дима, и вы на канале Custom Room, и это проект о том, как я коплю на сеть апарт-отелей практически с нуля. В 25 лет, то есть это 13 лет назад, я купил свою первую недвижимость, это была дача за $750 и перепродал ее за 5000. Деньги, конечно же, разлетелись, ничего не осталось. Спустя 13 лет я решил повторить опыт, купить что-то дешевенькое, сделать и перепродать дороже. Вообще интересно, это сейчас работает или нет? Я думаю, да, чего нет. Подсчитав бюджет, я загорелся купить самое дешевое жилье, так как бюджет был практически равен нулю, то и, соответственно, жилье искал самое дешевое, самое убогое, самое никому не нужное. Я бы сказал, что на тот момент бюджет был равен практически нулю. Но, как оказалось, главное – это желание. Друзья, огромная просьба подписываться на канал, если вам интересна тема недвижимости, заработка на недвижимости, продажи, аренде и тому подобное. Все это будет на нашем канале, на канале Custom Room. И вот он, первый объект, который я наконец-то нашел и решился посмотреть. Это вариант по улице Франковской, 18 квадратных метров за $6000. Это комната на втором этаже в очень красивом старинном доме. В этом доме отреставрировали фасад и переделали крышу. Не очень качественно. Из плюсов: это очень хорошее место расположения. Этот дом находится в центре. Следующий плюс: это рядом находятся 3 института, и очень легко будет сдать эту квартиру, комнату студентам, потому что их здесь очень много. Цена: это вообще самое дешевое жилье в Харькове, которое я нашел, которое можно купить. Плюс еще интересный контент мы можем на этом снять, когда будем переделывать этот дом и показывать все на своем канале. И получить опыт, конечно же, в восстановлении, в переделке и тем, что самый дешевый объект продать дороже, сделал его более дорогим. Дальше я понял, что нужно искать чуть дороже. И второй вариант у меня уже был за 8, где-то 8,5. И назовем эту квартиру «Квартира с подвохом». Это большая комната на втором этаже. Находится в 5-7 минут от центра, от вокзала. То есть много туристов в этом районе. Есть в этой квартире место под санузел, высокие потолки, дешевые коммунальные услуги, красивая лестница на второй этаж, солнечная, сухая, красивая комната, но на этом все плюсы заканчиваются. Огромный минус этой квартиры — это бабушка, которая совсем не одуванчик. Кто сказал? И живет в этом доме с сыном. Сын работает в органах, и они выкупают все квартиры. На эту квартиру наложили арест и не дают этому парню взять и просто продать эту квартиру. Правда, в конце бабушке я понравился, она сказала: приходи, будем с тобой договариваться. Так что она на меня положила глаз, а сын ее положил хрен на меня. И вот он, мой третий объект, который я посмотрел. Это искал я уже что-то более дорогое, вторичка, в Хрущевке или в Сталинке, но самая дешевая по рынку. И это была цена 13,5. Встретились мы, поднялись на 5-й этаж. В квартире сделали демонтаж всего, то есть не нужно делать демонтаж плитки, шпаклевки, штукатурки, стяжки, даже трубы. Все вытащено, все сдано на металлолом, вещи распроданы. В общем, бомжатник полнейший. Следующий плюс — это хорошая цена. Это то, что я нашел. 13,5 даже, это вообще минимальная. За такую цену можно брать, даже не думая, в тот момент, летом 2020 года. Следующий плюс, как плюс, так и минус, это район. То есть хорошая транспортная развязка, супермаркеты, больница рядом. Но есть много но. Это минусы этой квартиры. Цена, когда мы поднялись, начали общаться, оказалась не 13,5, а 15,5. Что меня уже вообще ни в коем случае не устраивало, потому что за 15,5 можно взять уже более хорошую квартиру, даже в Чешке, либо же еще в каком-то доме ближе к метро и с лучшей планировкой. И в принципе я предложил за такую квартиру 13, но мне никто не перезвонил, чему я очень рад, что я не купил эту квартиру. Четвертый объект, я уже решил посмотреть что-то из новостроя.
и нашел квартиру в частном доме. Этот дом раньше планировали построить гостиницу, но передумали и решили продать по маленьким комнатам площадью по 26 квадратных метров. Это хороший, красивый, качественный дом. Из плюсов это новый дом, который достроен. Заходи, живи, ничего ждать не нужно. Можно делать уже ремонт, жить самому, сдавать, перепродавать и так далее. Это хорошее место расположения. Недалеко находится станция метрополитена. Метр квадратный цена $600, а это цена без ремонта получается 15,5-15 $600. А таких денег в принципе пока не было. Маленькая площадь, 26 квадратов, гостинка. Ну, правда, можно купить 2-3 таких гостинки и сделать полноценную, хорошую, там, 2-3-комнатную квартиру, но это уже получается дорого, и за эти деньги можно купить что-то более интересное. Ну, в принципе, дом очень понравился, я бы с радостью построил себе такой отель, апарт-отель. Ну и как бы даже я увидел, что на подсознании этот дом я у себя нарисовал в шапке нашего канала. Очень много всего я пересмотрел, но, к сожалению, летом тогда ничего не выбрал. Как бы хотелось бы, это чтобы был более-менее новострой с нормальными окнами, с нормальными дверьми, с нормальными коммунальными услугами. Пересмотрев все варианты, как бы я выбрал вот этот 5-й вариант, который вы видите за моей спиной, потому что было 2 варианта у меня. Первый — это заняться посуточной арендой, то есть сдавать чужие квартиры. А второй — это купить вот такую какую-нибудь квартирку в таком доме, самую дешевую, там за 13,5 тысяч, что я, кстати, сделал. А почему? Это потому, что было лето 2020-го, границы были закрыты, все сидели дома на карантине, и я решил не рисковать, а просто пассивно зарабатывать, то есть взять, вложить деньги в эту недвижимость, со временем она подорожает, и дальше я уже смогу делать там ремонт, либо что-то еще. А более подробно об этой квартире я расскажу в следующих видео, когда буду делать там ремонт. Друзья, напишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, правильно я сделал или нет, что бы сделали вы. Ну и вообще, просьба огромная писать комментарии, потому что это продвигает видео, продвигает канал, а нам это сейчас очень нужно. Думаю, у многих остались вопросы после этого видео, Первый вопрос — это где я взял деньги на то, чтобы купить эту квартиру, потому что она как бы не дешевая, с нуля я говорил, но это не совсем с нуля получается. И второй вопрос — отдал я эти деньги или нет. Где я их взял, сейчас посмотрю. Я себе писал здесь. Я взял эти деньги, какие-то были свои накопления небольшие, там я занимаюсь еще продажами в интернете, то есть сделал распродажи, пораспродавал немножко товара, но это денег мне, конечно же, не хватило, я позанимал у знакомых под процент, под 30% годовых, но быстро отдал. Ну и часть я занял у родственников, можно сказать, это семейные деньги. И второй вопрос, я думаю, у многих, это отдал я или не отдал эти деньги. Я все отдал практически, кроме денег, которые брал у родственников. С ними мы договорились, что немножко там реструктуризируем, либо же во время, когда я буду продавать, тогда просто поделимся прибылью. В общем, вот такие пироги, ребят. Подписывайтесь на канал, кому интересна тема недвижимости. Все, ребят, спасибо за то, что смотрите наш канал. С вами был Дима и проект Custom Room, в котором мы копим на сеть апарт-отелей практически с нуля. Все, всем пока. Кто там шарается? Я же вроде здесь один, а там что-то шевелится.